Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим с вами о Большом Алматинском озере. Большое Алматинское озеро – живописный водоем, расположенный в отрогах Заилийского Алатау, в 15 километрах южнее города Алма-Аты. Причиной образования озера стало крупное землетрясение, которое вызвало обрушение горных склонов и появление насыпной плотины в русле реки. Большое Алматинское озеро лежит в глубокой тектонической впадине и окружено крутыми скалистыми берегами. Над водной гладью возвышаются три горных пика – Советов, Озерный и Турист. Само озеро расположено на высоте 2511 метров, имеет длину 1600 метров и ширину около 1 километра. Длина береговой линии составляет 3 километра. Горный водоем достаточно глубок, его средняя глубина достигает 30-40 метров. В конце лета, когда активно тают окрестные ледники, Большое Алматинское озеро максимально заполнено водой, а к концу зимы уровень воды в этом водоеме становится минимальным, и дно частично обнажается. С южной стороны в озеро впадает река Большая Алматинка. В зависимости от погодных условий и времени года озерная вода может иметь разные оттенки, от нежно-зеленого до темно-бирюзового. При безветрии в кристально чистой глади водоема отражается высокое небо и красивые горные пики. Большое Алматинское озеро очень популярно у туристов. Мимо него прокладывают свои маршруты туристические группы, путешествующие в горах Заилийского Алатау. Кроме того, к озеру на один день ездит много жителей Алма-Аты и окрестных поселков. Большинство приезжающих на озеро автомобилистов поднимается до смотровой площадки, которая находится в 1 километре от северного берега. Возле живописного водоема можно отлично отдохнуть, а также совершить восхождение на окрестные вершины. Ставить палатки на берегу Большого Алматинского озера запрещено. Поблизости нет заведений общепита или отелей, поэтому все необходимое для пикника путешественники привозят с собой. Долгое время ущелье, в котором расположено Большое Алматинское озеро, входило в большую природоохранную территорию или Алатаузский национальный парк. В мае 2011 года было принято решение присоединить эти земли к городу Алма-Ата. Это сделали, чтобы легализовать незаконное строительство в долине горной реки и узаконить уже возведенные кафе и коттеджи. Снятие охранного режима привело к большим экологическим проблемам. Из-за увеличивающего потока туристов на берегах озера стал появляться мусор. Чистое озеро служит естественным резервуаром питьевой воды для жителей Алма-Аты, поэтому в нем не разрешают купаться. Правда, если учесть, что на такой высоте даже в жаркий день вода прогревается всего до 10 градусов тепла, то желающих искупаться в озере просто не находится. С востока от Большого Алматинского озера проложена грунтовая дорога, которая ведет на перевал Озерный, границы Казахстана и Кыргызстана. Хотя здесь действует пограничный режим, туристы могут свободно попасть в приграничные и пограничные районы. С 2015 года жителям обоих государств и иностранным туристам разрешено посещение приграничной территории с целью туризма, и для этого нет необходимости оформлять пропуск в МВД. Путешествие к Большому Алматинскому озеру можно совместить с экскурсиями по окрестным достопримечательностям. В горах всегда холоднее, чем в городе, поэтому отправляющимся на озеро туристам советуют иметь с собой теплую одежду, удобную обувь, солнцезащитные очки и запас питьевой воды. Проехав по горной дороге 2 километра выше озера, путешественники попадают к Тяньшанской астрономической обсерватории. По ней проводят платные экскурсии. Кроме того, в обсерватории открыта гостиница, где можно остановиться на ночлег. В 8 километрах выше, на горном перевале Жусалы-Кизень, стоят постройки космостанции Тяньшанской высокогорной научной станции ФИАН, регистрирующей космические излучения. Большое Алматинское озеро расположено в 15 километрах с юга от городской застройки Алма-Аты. К нему ведет хорошая грунтовая дорога, и на машине до горного водоема можно доехать за час-полтора. Следует иметь в виду, что на пути к озеру попадаются камнеопасные серпантины с крутыми поворотами. Зимой на дорожное полотно могут сойти лавины. В теплые месяцы таких проблем нет, но по выходным дням на пути к озеру скапливается много машин. Возле дороги находится экопост, где с проезжающих берут экологический сбор.
На общественном транспорте туристы подъезжают только к экопосту. От экопоста до озера за 3,5 часа путешественники доходят пешком. Удобный вариант добраться до Большого Алматинского озера – купить однодневный тур. Такие экскурсии организуют многие турагентства Алматы.